У меня в руках подсвеченная звезда для нового Mercedes S-класса. Обновление действительно масштабное. Можно ли вообще говорить о новой модели? Mercedes утверждает, обновлено 50% всех деталей. Это 2700 компонентов. Самый крупный фейслифт S-класса за всю историю. Экстерьер, интерьер, плюс изменения в технике, ездовых настройках и технологиях. И мы расскажем все, что нужно знать. С Томасом авточувства в 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Начнем с полностью нового передка. Прежде всего решетка радиатора. Она стала больше, как говорит Mercedes, для еще большего статуса. Дальше вот эти маленькие звезды внутри. Это сенсорная панель. Причем рисунок со звездами продолжается и за ней, и прямо на самой панели. И это выглядит, надо сказать, довольно уникально. Теперь нижняя часть. Вот этот элемент здесь теперь черный. На серебристом цвете кузова это хорошо видно. Если машина черная, вы этого не замечаете. А вот на всех остальных цветах видно четко. Вся эта часть выполнена в черном. И дальше они делают такой переход, как бы плавно к фарам. Кстати, здесь стоит Digital Light. И не только с фирменными дневными ходовыми огнями в виде звезды. Теперь у них еще и на 40% больше световой мощности. Дальний свет до 600 метров. Перед нами версия MG Line. Здесь спортивные акценты в нижней части слева и справа. Но в целом различий между MG Line и обычной версией не так много, как у других моделей. И вы это уже видели в самом начале. Верхняя стоящая звезда теперь идет в базе. И она еще и подсвечивается, по крайней мере в некоторых странах. В странах ЕС это пока не разрешено. А вот, например, в Северной Америке можно. Так что европейское регулирование, да, как всегда, требует чуть больше времени. Напишите, что вы думаете о подсвеченной стоящей звезде на капоте. Перед нами версия с удлиненной базой. И именно она является стандартной для Северной Америки. Длина 5 метров 30 сантиметров. В Европе, например, и на некоторых других рынках доступна версия со стандартной базой. Она немного короче. А версия Maybach, топовая по роскоши, имеет еще более длинную колесную базу. Колеса от 19 до 21 дюйма. Здесь вариант посередине, скажем, 20 дюймов. Появились и новые дизайны дисков. Теоретически доступны и 18-дюймовые колеса, если, например, плохие дороги и нужен больше комфорт. И, конечно, фирменный силуэт S-класса, его легко запомнить. Край задней двери находится примерно на уровне центра колеса. Это типичный дизайнерский элемент S-класса. Интересная деталь, правда? В базе здесь пневмоподвеска и подруливание задней оси. До 4,5 градусов в противоположную сторону. Это стандартное оснащение. Опционально доступно и 10 градусов в противоположную сторону. Причем технически машина всегда на это способна. Но эту функцию нужно разблокировать отдельно, как дополнительную опцию. Да, такая вот политика с опциями. Теперь задняя часть. Здесь тоже есть небольшие обновления. Например, фирменная световая графика теперь тоже обыгрывает мотив звезды. В версии MG Line появляется другая часть нижнего бампера с более спортивным оформлением. Кстати, перед нами плагин гибридная версия. Это самая продаваемая модификация, например, в Германии. Налоговые льготы и все такое, вы понимаете. Я еще загляну в багажник, потому что плагин гибрида он отличается. Заглянем под капот. Кстати, по ходу про подвеску. И да, дверные ручки здесь всегда такие утопленные. Вот, пожалуйста. Честно говоря, мне больше нравятся классические ручки. Хотя, когда они выезжают, дальше все уже работает механически. Да, дверные ручки это всегда отдельная тема. Ладно, быстро под капот. Вот так. Линейка силовых установок выглядит следующим образом. Это 3-литровая рядная шестерка. Она доступна как бензиновая, как дизельная и как бензиновый плагин-гибрид. В случае плагин-гибрида реальный запас хода на электротяге около 80 км. И, кстати, эта версия сейчас очень популярна. Также по-прежнему доступен 4-литровый V8. Такой вариант тоже есть. Версию MG мы снова ожидаем с V8 плагин-гибридом. Точные данные по моторам, мощность, характеристики, цифры вы найдете в описании к видео и в отдельном закрепленном комментарии. Важно знать вот что. Теперь мягкий гибрид есть у всех моторов. А если это плагин-гибрид, то соответственно он идет вместо мягкого гибрида. В целом уровень электрификации теперь выше по всей линейке двигателей. И если вам интересно, да, это все где-то и как-то должно питаться. Вот оно, здесь.
Скажем так, не самое красивое зрелище под капотом. Поэтому все это аккуратно прячут вот здесь под шумоизоляцией. Так что, наверное, друзьям лучше показывать только верхнюю часть. Теперь давайте посмотрим интерьер. Mercedes говорит, что прислушался к отзывам клиентов и доработал детали внутри. И здесь действительно есть несколько очень интересных моментов, обещаю. Вот ключ, он остался прежним. А дальше, когда мы подходим к машине или открываем ее, при включенных автоматических настройках дверные ручки выезжают к вам, включается подсветка, и дальше они уже работают вручную. Посмотрим на доводчики дверей. Вот, пожалуйста, магия. Еще раз. И давайте все-таки послушаем звук закрытия двери. Очень приятно. Типичный S-класс. Да, звук закрытия двери здесь действительно очень хороший. Теперь дверные панели. И первая новость, верхняя часть теперь тоже мягкая на ощупь. Дальше доработанный декоративный элемент, по сути это дополнительная вставка. В нашем случае матовое дерево. Мне это матовое дерево очень нравится. Ощущается приятно и выглядит действительно хорошо. Вот этот элемент здесь он неподвижный, его не обновили. В самых новых моделях он снова двигается и дает тактильную отдачу. Есть вентиляция сидений, есть подогрев сидений и еще больше матового дерева. 4 клавиши стеклоподъемников, да, в наши дни это уже стоит отдельно упоминать. Внутренняя часть двери тоже отделана, это не просто черный пластик или что-то подобное. Здесь установлена 4D аудиосистема Burmester, а еще подсвечиваемая накладка порога. В данном случае AMG Line. Есть и AMG коврики, хотя по сути эта машина не так уж сильно относится к AMG. Новый дефлектор вентиляции вот здесь круглой формы. Выглядят, кстати, немного как монстры, да? Ну, знаете, как какие-нибудь персонажи из компьютерных игр. Напишите в комментариях, что думаете. Но смотрится это, надо сказать, очень интересно. Особенно с подсветкой и всеми этими деталями. Теперь рулевое колесо. И здесь есть важная новость. Снова появились физические элементы управления круиз-контролем. Очень рад это видеть. Справа отдельный ролик громкостей, и вот здесь Mercedes действительно прислушался к отзывам клиентов. Это один из первых таких моментов. Сиденье. Здесь уже установлена одна из опциональных обивок. В большинстве комплектаций по-прежнему используется кожа, а здесь подушки выполнены из микрофибры. Теперь также доступна версия без использования кожи животных, показать ее сегодня не могу. Но мы постараемся рассказать об этом подробнее, когда появится возможность. Хорошо, что такую альтернативу хотя бы начали предлагать. Хотя надо сказать, BMW в этом направлении делает заметно больше, даже в топовых сегментах. И вот рулевая колонка с электрорегулировкой, вперед-назад, вверх-вниз, вот так. И здесь полностью новая архитектура экранов. Но давайте лучше посмотрим на это с позиции водителя. Новостей тут больше, чем может показаться на первый взгляд. Самое заметное – новая компоновка экранов. Раньше в S-класс использовалась вертикальная ориентация, теперь же он по сути получил суперскрин из нового Mercedes E-класса. По центру 14,4 дюймовый экран мультимедиа, и здесь же в базе установлен экран для пассажира, где отображается зеркальная информация. При этом вся эта зона выглядит как единая черная панель. Не сразу понятно, где именно находятся активные элементы. При этом вся эта зона, как, например, блок климата, теперь расположен вот здесь. Давайте посмотрим. Зажигание. Вот он, климат-контроль. Есть и визуализация климата через интерьерную подсветку. С подсветкой здесь вообще много играют. Честно говоря, функция довольно забавная. Если сравнивать с предыдущим поколением, там блок климата был крупнее и более кликабельным. Здесь же, как в новом E-классе, управление стало чуть сложнее, если можно так сказать. Но при этом логика интерфейса осталась понятной, благодаря этому многослойному отображению. И, пожалуй, еще важнее вот что. Теперь здесь крупное отображение приложений. Управлять ими во время движения стало проще. Apple CarPlay и Android Auto, разумеется, тоже доступны. При этом полностью обновили железо. Это действительно совершенно новая система. Очень интересный момент навигации. Визуальный интерфейс выглядит как привычная система Mercedes, но под капотом теперь Google Maps. То есть навигация работает на базе Google Maps, хотя внешне это по-прежнему Mercedes. Интересно, правда? Здесь же появились удобные горячие клавиши, интеграция выглядит аккуратно, это смотрится лучше, чем прежняя отдельная черная кнопка, хотя элементы все еще сенсорные. При переключении режимов движения есть своего рода виброотклик, когда вы пролистываете варианты. А ниже две индукционные площадки для зарядки. Расположены рядом. Полагаю, они еще и с вентиляцией. Здесь новое матовое дерево в симметричном оформлении.
Есть разные варианты отделки, но, честно говоря, матовое дерево однозначно лучший выбор. И вот здесь действительно большая новость. Вы знаете, я всегда критиковал подстаканники Mercedes. Раньше они плохо фиксировали бутылки. Теперь новый дизайн с 4 точками опоры. И работают они очень мягко. Их приятно нажимать. Так что да, это, пожалуй, самые премиальные подстаканники, какие только можно представить. Плюс подсветка. Так что Mercedes отличная работа. Вы действительно прислушались к отзывам клиентов, и к нашим тоже. Теперь это настоящие адаптивные подстаканники, которые добавляют реальную пользу. Да, мелочь, но во время движения это важно. Здесь же два разъема USB-C. Сюда можно положить телефон, а если хочется, чтобы все выглядело аккуратно, можно закрыть крышку. В итоге спокойная, чистая атмосфера во время езды. Здесь удобная опора для локтя, чуть смягченная, раздельный подлокотник и под ним еще два USB-C разъема. Возможно, это вообще хорошее решение для всех наших продакшенов, когда мы переезжаем от одной локации к другой. Тогда можно всегда быстро подзарядить все наше съемочное оборудование и прочую технику. Кстати, запас над головой. Давайте посмотрим. Сиденье в самом нижнем положении. Рост 1,89 м, и даже так, здесь все равно остается немного пространства над головой. Это панорамная крыша со сдвижной секцией. Ее можно реально открыть, чтобы впустить свежий воздух. Разумеется, есть и шторки. И спереди, и сзади. Мне очень нравится оформление потолка. Светлая, спокойная атмосфера. Все выполнено очень красиво и аккуратно. Даже солнцезащитные козырьки из микрофибры. Это действительно классно. Есть подсветка для водителя. И, что важно, здесь все еще есть козырьки и сбоку, и спереди. В некоторых ситуациях они действительно нужны. И даже здесь новая микрофибра. Как автолюбитель, я очень ценю такое внимание к деталям. Когда даже такие элементы оформлены качественным материалом. Для кого-то это может быть мелочью, но когда ты платишь столько денег за автомобиль, а с этим фейслифтом он стал дороже на несколько тысяч евро, ты начинаешь по-настоящему ценить такие детали. И вот здесь снова хорошо видно интерьерную подсветку, которая проходит через весь салон, как на дорогой яхте, на тех самых ультрадорогих яхтах для миллиардеров. Иногда это называют световой рекой, а она тянется через весь интерьер. И, как по мне, это одна из самых красивых деталей здесь. Кому-то, возможно, покажется, что этого слишком много, но мне, честно говоря, это действительно нравится. А вот и бардачок, он открывается очень плавно. Внутри тканевая отделка, и именно ради таких мелочей часто выбирают S-класс. Честно говоря, у S-класса и у нового поколения в целом были определенные вопросы к качеству сборки и отделки. И здесь Mercedes эти моменты действительно доработал. Все стало более аккуратным, более приятным, более ориентированным на повседневное использование. Улучшили материалы, добавили новые декоративные элементы. В итоге это действительно очень удачное обновление. Единственное, чего мне по-прежнему хотелось бы, это качественный кожзам более высокого уровня, чтобы клиенты могли выбрать вариант без кожи животных, но при этом сохранить тот же внешний вид сидений. Сейчас альтернатива коже – это ткань с льняной структурой внутри. Качество у нее отличное, потенциал большой. Но тканевые сиденья не для всех. Кому-то они нравятся, но глобально, особенно на рынках Северной Америки и Азии, люди скорее хотят тот же визуальный образ, просто без использования кожи животных. Так что тут, думаю, Mercedes еще стоит подумать над стратегией. А теперь вот об этом элементе. Здесь появился новый значок на ремне безопасности, и вы не поверите, он нагревается. Это подогреваемый ремень безопасности. Он связан с активацией подогрева сидений и с пристегиванием ремня. После этого ремень начинает нагреваться, температура до 44 градусов Цельсия. Но по ощущениям это не обжигающе горячо. Руки вы точно не обожжете. Тем не менее, при касании нагрев чувствуется вполне заметно. Дополнительная премиальная функция. Конечно, есть нюанс. Чем больше на вас одежды, тем меньше вы это ощущаете. Даже под рубашкой ткань уже изолирует контакт с кожей. Максимально это чувствуется, если ехать без одежды. Но думаю, мы этого делать не будем. Хотя с тонированными стеклами, ладно. В любом случае нагрев не слишком интенсивный. Именно поэтому они сделали такую температуру. Лучше всего вы чувствуете это, когда касаетесь ремня напрямую. Но как дополнительная согревающая функция зимой, это вполне приятная опция. Ой, мы уже снимаем. Извините.
Я тут как раз игрался с этим фирменным элементом Mercedes. Он, кстати, немного напоминает ключ. Ну, знаете, такие наушники в виде ключа. Почему бы и нет? Итак, настоящая роскошь салона обновленного S-класса. Перед нами обычная версия с удлиненной базой. И если выставить переднее сиденье в нормальное положение для езды, у меня здесь уже достаточно места для ног, без сомнений. Чуть позже покажу функцию раскладывания сиденья. По центру новый дефлектор вентиляции. Выглядит, кстати, довольно эффектно. У задних пассажиров по-прежнему есть собственный блок климата. По сути, это один элемент управления, который двигается вместе со всем остальным. Ниже еще несколько USB-C разъемов, есть и HDMI. Здесь установлена центральная консоль, поскольку это версия с 5 посадочными местами. Выглядит она вот так. И вот это я просто обожаю. Подсветка ремней безопасности. Формально это, конечно, пятиместный автомобиль. Но, скажем так, пятый пассажир скорее на крайний случай. Есть и четырехместная версия. Там уже полноценная роскошная центральная консоль. Но здесь, по крайней мере, остается гибкость. Можно опустить этот элемент вот так, и снова очень красивое дерево. Лия, кстати, хочет такое же у нас дома на полу. Ей нравится такая деревянная текстура. А у нас сейчас очень старый пол, который, честно говоря, уже давно требует ремонта. Дальше адаптивные подстаканники. Здесь держатель для смартфона или планшета. А вот эти элементы работают как вставные модули. С их помощью можно управлять разными функциями, включая экраны. Не уверен, что этим буду часто пользоваться. Сейчас они не подключены, но теоретически вы можете взять такой модуль в руку и что-то настраивать. Например, отсюда можно запустить массаж задних сидений, ниже дополнительное пространство, индукционная зарядка или 2 USB-C. Сиденья, конечно, не складываются. Зато можно положить еще наушники, привет, и отсюда же можно открыть лыжный люк в багажник. Это по сути единственное, что здесь можно сделать в сторону багажника. И еще момент, который я уже показывал спереди. Это не новинка, но здесь она тоже есть. Часть пакета безопасности. Надувной элемент в ремне безопасности. В случае аварии он немного раздувается. За счет этого давление распределяется по большей площади тела, а не давит точечно. Очень интересное и продуманное решение. Теперь запас над головой сзади, рост 1,89 м. И здесь все равно остается немного пространства. И снова красиво оформленный потолок. Также массивные ручки и все эти детали. Посмотрите на дополнительный динамик аудиосистемы Burmester. Они всегда стараются передать максимально чистое и точное звучание оригинального источника. Сзади также доступна вентиляция сидений и подогрев сидений. Еще больше красивого матового дерева, в том числе на внутренней части двери. Теперь нажимаю кнопку раскладывания сидения вот так. Здесь кнопку нужно удерживать. Смотрим, насколько далеко она уходит. И появляется дополнительная подставка для ног. Это всегда занимает немного времени. Вот, готово. Кстати, очень красивая интеграция интерьерной подсветки на дверях. Смотрится очень эффектно. Мне нравится, как сделали переход света. Хотя, конечно, можно выбрать и однотонный режим, он тоже доступен. Сейчас сиденье активирует еще и нижнюю опору для икр. Ее угол можно настраивать вручную. Так что даже если вам не нужно полное раскладывание, это не проблема. И вот этот элемент поднимается. Пожалуй, сниму обувь. Одной рукой держу кнопку. Так, теперь получилось. И вот по сути максимальная длина. Положение очень комфортное. Но с моим ростом я не могу полностью вытянуться. Для этого нужно еще немного больше места. И если рост примерно 1,84 м,
тогда можно вытянуться полностью. Тем не менее, свое удобное положение я здесь нахожу. Вот здесь опора для ног. И это, конечно, та самая позиция для босса в обновленном S-классе. Ах да, еще один момент. 13-дюймовые экраны для задних пассажиров. Они тоже новые, больше, чем раньше. Вот они. Экраны стали быстрее, разрешение хорошее. А вы бы выбрали такую заднюю мультимедиа? Или все-таки проще использовать свой смартфон? Напишите в комментариях. Кстати, обратите внимание, угол экрана немного меняется, когда сиденье двигается вперед. И еще один очень приятный момент. Матовое дерево есть даже на задней части сиденья. Это тоже очень классная деталь. Багажник. Объем 530 литров в обычной версии, а у плагин гибрида, который перед нами, 345 литров. Так что здесь вы уже немного ограничены. Начнем с ширины. В глубокой части примерно 90 см. А вот стандартный чемодан в плагин гибриде едва помещается вертикально, это уже проблема. Плюс здесь расположен сабвуфер. Получается два ограничения. Если установлен сабвуфер, пространство становится меньше. Без него здесь могла бы быть дополнительная ниша. Но с сабвуфером ее нет. И еще момент. У плагин гибрида багажник невысокий. По высоте вы ограничены примерно 38 сантиметрами. Причина – высоковольтная батарея, которая находится снизу. Можно перевозить длинные предметы через лыжный люк, но по сути на этом все. По длине багажник вполне неплох. Здесь около 1 метра 12 сантиметров. Но да, плагин гибрид – это действительно серьезное ограничение по багажнику. Тем не менее, это все равно самая популярная версия, например, в Германии. Причина простая – налоговые льготы. И это актуально для многих других стран тоже. И, кстати, я всегда люблю послушать звук закрытия. Бах! Хотя, честно говоря, он мог бы быть чуть более низкочастотным, как по мне. Теперь о цене. В Германии старт примерно 120 тысяч евро. Это на пару тысяч дороже, чем раньше. Но в целом цены на автомобили и так постоянно растут. И, конечно, для S-класса стоимость лизинга будет даже важнее, чем сама цена покупки. Теперь мои плюсы и минусы. Кстати, очень классная студийная локация. Она напоминает тот самый финальный туннель на заводе-производителя, где проверяют качество сборки и все детали перед выпуском. А вот здесь поворотники, вы, возможно, уже видели их в наших оверлейных кадрах. Сзади они, честно говоря, не выглядят чем-то особенно эффектным. Но интересно, как они интегрированы под новыми звездами. В целом все изменения здесь выглядят полезными. И, пожалуй, лучше в этом фейслифте S-класса это то, что Mercedes действительно прислушался к отзывам клиентов. Например, к подстаканникам. Это была одна из моих главных претензий к интерьеру. Раньше они были просто очень плохими, а теперь одни из лучших в классе. И это, честно говоря, очень круто. Плюс многие другие изменения. Мне, например, очень нравится матовое дерево. Если говорить о минусах, то, пожалуй, их не так много. Можно отметить большое количество черных рамок в новом мультимедийном интерфейсе. И еще я не до конца уверен в этом черном элементе на передней решетке, который переходит к фарам. Для меня это уже ближе к стилю EQ, а такой дизайн покупателя, мягко говоря, не особо зашел. С другой стороны, использование звездного мотива, почему бы и нет. Вопрос в том, не слишком ли много звезд на ваш вкус. Поворотники, кстати, теперь появляются прямо в зоне дневных ходовых огней. Напишите, считаете ли вы, что такое активное использование звезд – это удачное раскрытие фирменной идентичности, или же наоборот, уже перебор. Лично мне кажется, что с подсвеченной звездой машина работает очень хорошо. Но больше всего меня радует именно изменения в интерьере, сделанные по отзывам клиентов. Что бы вы выбрали? Mercedes S-класса, BMW 7 серии или Audi A8? Обзоры этих моделей у нас тоже есть.